На тихой окраине Чикаго-Хайтс стоял большой особняк, строгий фасад, высокий забор и идеально ухоженный газон. В этом доме жил молодой предприниматель Дэниел Карлайл, владелец строительной компании и человек с безупречной репутацией. У него было все – положение, деньги, уважение. Но за закрытыми дверями скрывалась трагедия. 4 года назад он потерял жену. Больше всех это пережил его маленький сын, Эйден. Мальчику было всего 2 года, и после утраты он замкнулся в себе, перестал говорить, играть, смотреть людям в глаза. Он часами сидел у окна, будто ждал, что мама вернется. Дэниел нанимал лучших специалистов Чикаго, психологов, нянь, педагогов. Но никто не выдерживал. Эйден не принимал никого и отстранялся все сильнее. Однажды на пороге появилась скромная женщина, Лорен Брукс, из небольшого городка Эванстон, без престижных дипломов, но с простыми словами. «Позвольте мне попробовать помочь». Дэниел согласился, от отчаяния. Лорен не пыталась растрогать ребенка силой. Она просто сидела рядом, тихо, не навязываясь. Оставляла маленькие знаки внимания, бумажный кораблик, гладкую гальку, перышко. На 3-й день Эйден впервые взял кораблик и тихо рассмеялся. С этого момента мальчик начал открываться. Он стал смотреть людям в глаза, повторять жесты, рисовать вместе с Лорен. Дом снова начал жить, в нем появились шаги, звуки, легкий смех. Однажды вечером, когда гроза оборвала электричество в районе Уилмет, Лорен зажгла свечу и села рядом с мальчиком. Эйден неожиданно прижался к ней плечом. Первое касание за 4 года. Дэниел стоял в дверях и смотрел на них со слезами в глазах. Позже малыш начал говорить, сначала едва слышно, потом все смелее. И однажды вечером он подошел к отцу и положил голову ему на колени. Дэниел понял, его сын возвращается к жизни. Лорен стала больше, чем няней. Она стала тем человеком, который просто был рядом, дал ребенку время и безопасность. Благодаря ей маленький Эйден снова смог доверять миру, а холодный особняк наполнился теплом.